Судя по удивленным лицам Шона Коннери и Харрисона Форда, о Петре они имели смутное представление. Мы тоже до приезда в Иорданию думали, что Петра – это здание, высеченное в скале из красного песчаника и снятое в одном из эпизодов «Индианы Джонс». Здесь мы с удивлением обнаружили, как это далеко от истины. Петра – это столица древних царств, в прошлом большой, красивый, многонаселенный город. Посещение Петры начинается с этого места. Это главный вход в комплекс. Если вы приехали на автомобиле, то вы можете припарковаться прямо перед комплексом, справа и слева. Это совершенно бесплатно. В центре для посетителей вы можете купить билет для посещения Петры или получить билет по своему Джордан-пассу. Мы купили Джордан-пасс. Купить его можно только онлайн и обязательно до приезда в Иорданию. На сайте jordanpass.go. Их 3 вида за 70, 75 и 80 динар. Отличие только в количестве посещений Петры. Наш выбор Jordan Expert за 80 динар, который включает 3 посещения Петры, 40 достопримечательностей и иорданскую визу. Давайте посчитаем, сколько динар мы сэкономили. Виза 40, Петра на 3 дня 60, пустыня Вади-Рам 5, цитадель Амана 3, Римский театр Амана 2, Мадаба археологический парк 2, Мадаба церковь 12 апостолов 3 и Мадаба напольные мозаики сгоревшего дворца 2. Итого 117 динар. Экономия 37 динар сноса. Практически все посетители Петры входят в комплекс через главный вход, который ведет к дамбе и через ущелье Сик к зданию сокровищницы Аль-Хазне. А мы его перехитрим и пойдем в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. И мы в первый день вслед за нормальными героями пошли в обход по маршруту через маленькую Петру к монастырю Ад-Дейр. Маршрут называют «В монастырь с черного хода». Запрыгивай! Именно для нормальных героев. За музеем находится парковка бесплатных шаттлов, которые довезут вас до маленькой Петры. Эти симпатичные ребята на своих микроавтобусах за полчаса довезут вас до места. Там в кассе купили по 5 динар сноса билетики на коллективный джип, который довез нас до старта маршрута. Все эти трансферы крайне неторопливы, поэтому готовьтесь потерять на этом примерно час времени. Вот туда нас к этим палаткам привез джип. Оттуда мы идем пешочком. Лесенки, скалы. Вот хвост нашей группы. Одолеть пешеходную часть маршрута несложно любому относительно здоровому человеку. Советую обратить внимание на обувь. Мне было комфортно в трекинговых кроссовках. Маршрут никак не помечен, но заблудиться будет сложно. Вариантов сойти с тропы очень мало. Деньги кончаются, подрабатываю. Работаю указателем. Я с большим пиететом отношусь к древнему городу Петра и его строителям. Но даже без него эти горы и пейзажи сами по себе выглядят потрясающе. Пока я вам рассказывал, мы дошли до монастыря, по-арабски Ад-Дейр. Так его называли коренные бедуины из-за крестов, вписанных на внутреннюю заднюю стену во время его христианского использования в византийские времена. Именно он снят в фильме «Трансформеры 2. Гробница праймов». Фасад памятника, а также большой зал за ним были высечены в горе, примерно в середине 1 века нашей эры. Верхний ордер с сломанным открытым фронтоном, обрамляющим круглое сооружение с конической крышей, увенчанной урной,
повторяет облик Аль-Хазне, сокровищницы. Поскольку внутри ад-Дейра не было гробниц, он не мог быть мавзолеем. При поднятой нише задней стены обнаружены следы бетила, а по обеим сторонам расположены плоские широкие скамейки. Возможно, что богатое братство устраивало здесь ритуальные банкеты. От монастыря движемся вниз, что очень приятно. Многие туристы, которые приехали в Петру на один день и выбирают традиционный маршрут через главный вход, до монастыря часто не доходят, так как для них вся дорога только в горку. По пути вам обязательно будут досаждать местные бедуины, предлагая дать им немного денег. Give me please one dinar. I have a dinar. Или купить древние, в кавычках, набатейские монеты. Coins. Would you like to buy Nubian coins? Would you like to buy Nubian coins? Would you like to buy Nubian coins? Петра – это большой древний город, столица Идумеи, а позже Набатейского царства. Точно неизвестно, когда была построена Петра, но город начал процветать как столица Набатейского царства с 1 века до нашей эры и разбогател за счет торговли ладаном, мирой и специями. Следующий заметный объект на нашем пути уже в центре города. Это главный храм под названием Каср-аль-Бинд с его священным Тименосом, а также здание, пристроенное к храму, возможно, использовавшееся для банкетов. Каср-аль-Бинд – одно из немногих сооружений, сохранившихся в Петре. Далее идем по центральной улице. Справа маленький храм, от которого остался только фундамент. И входим в арочные ворота Тименоса. За ними термы великого храма, а потом и сам храм. Великий храм – название условное. Он действительно большой по площади, и ученые предполагают, что он был высотой 20 метров, но доказательств его использования в качестве культового учреждения нет. Некоторые ученые считают, что это было административное здание. В 106 году нашей эры император Троян аннексировал набатейские территории, и эта территория стала известна как римская провинция Аравия Петрея. В 363 году сильнейшее землетрясение разрушило большую часть города. Только не думайте, что эта колонна упала под моей тяжестью. Помогай. Помогай. Ассистент режиссера. Давай. Ну а работать кто будет? Набатейцам было не чуждо чувство прекрасного. И театр за моей спиной тому подтверждение. Театр Петры – набатейский театр 1 века нашей эры, расположенный невдалеке от центра Петры. Значительная часть театра была высечена из цельной скалы, а сцена и внешняя стена были построены. Зрительный зал театра состоит из 3 горизонтальных секций сидений, разделенных переходами, и 7 лестниц для подъема. Театр мог вместить около 8,5 тысяч зрителей. Это больше, чем в римском театре Амана. Театр Петры повторяет архитектурные образцы римских театров, что обеспечивает превосходную акустику. С местом для ужина мы не прогадали. Специально для нас включили Здесь знают Кари Лагота. Čas rázy běží svůj maraton, někdy se cítím starší než on, kolik už let se jenom věčně ptám. На следующий день мы пошли по первому маршруту, через главный вход. Живописная дорога до ущелья.
красивые девушки, необычное строение, и, конечно, само ущелье Сик впечатляют. Апофеоз этого маршрута – сокровищница Аль-Хазне. Замерли с открытыми ртами, как Шон Коннери и Харрисон Форд в начале видео. Мы провели 3 незабываемые дня в Петре. Впечатление невероятное. Ничего подобного в жизни мы не видели.